Всем огромный привет! С вами Оксана. В этом видео мы вместе с вами свяжем вот такую вот шапочку с интересной макушкой и вот таким хвостиком, который сейчас очень популярен и моден. И вот эта макушка тоже сейчас все ее вяжут. Это какая-то шапка там мью-мью, что ли, наподобие, что разделяется вот такой вот платочной вязкой. Обычная резинка, а это уже скрещенная резинка. Вот. И вот такая вот красивая макушка. Шапка вяжется очень легко, быстро, буквально за один вечер вы ее можете связать. А размер я постараюсь дать до 60 и расскажу. Ну, ее очень легко и рассчитать на другое количество петель и на другой размер головы. Здесь вообще несложные расчеты. Так, давайте расскажу, да, по порядку о пряже. Пряжа у меня вот такая. Это меринос, фибра натура. Ладно, читать не буду. А написано, что это стопроцентный меринос. Пряжа вот такая тоненькая, пружинит. Надо на размер вот где-то до 56 размера, наверное, где-то 2 моточка, а лучше запасом возьмите 3 мотка, чтобы связать другой размер, более большой. Так, если у вас другая пряжа, вяжите образец резинкой, измеряете, сколько петель 10 сантиметров, делите это количество петель на 10, и у вас получится количество петель в 1 сантиметре, умножайте на свой обхват головы. Количество петель при наборе должно просто делиться на 12, кратное 12. Такая вот макушка с хвостиком. Вот этот хвостик прикалывает. Его можно, конечно, вязать и не вязать. Я думала вязать, не вязать, но смотрю, все вяжут. И когда я связала этот хвостик, мне даже больше шапка понравилась. Я мерила без хвостика и с хвостиком, но с хвостиком как-то оригинальнее шапочка. Так, что еще могу сказать вам? Вяжется она от вот такой вот этой резиночки. Есть вот этот наборный край, я в видео мастер-классе покажу. Очень аккуратный, красивый. Спицы. Дальше давайте. Спицы у меня 2,5. Вот такие вот, но это только для начала вот этого ряда. В самом начале вам нужны будут спицы 2,5. А потом я всю шапку вязала спицами номер 3,5. Я слабо вяжу, поэтому мне нужны спицы номер 3,5. Если туго вяжете, может быть, у вас другая плотность и другое это. И, конечно же, для закрытия макушки чулочные спицы, потому что там очень сложно дальше вязать. Ну и маркер, ножницы, иголочка для стягивания макушечки. И все. Я постараюсь прописывать все петли. И на этом все. Давайте вязать. Набираем итальянским способом 108 петель. Резинку мы будем вязать спицами номер 3,5, значит набирать будем спицами номер 2,5. Эта часть идет у меня к основному клубочку, хвостик, а вот это кончик. Итак, делаем первую петлю самым обычным способом, а дальше набираем уже итальянским, или качели еще и называют. Так, сначала от себя, потом на себя. И вот так набираем 108 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. И последняя петля набирается вот таким самым обычным способом, чтобы эта вся конструкция наша не распустилась. Теперь смотрите, мы вяжем 2 ряда поворотными, потому что будем вязать полую резинку. Разворачиваем вязание. Вот это у нас рабочая нить.
Спицами будем вязать, да, также продолжать 2,5. Первую петлю снимаем. Следующая вот такая у нас идет, видите, петля развернутая, это лицевая. Провязываем ее лицевой. Вот, провязали лицевой. Следующая, видите, вот такая вот, это изнаночная. Мы ее пропускаем, нить перед работой. Далее вот, видите, ее сразу видно, что она лицевая, вяжем лицевой. Перекидываем нить перед работой и снимаем изнаночную петлю. И так вяжем до конца весь ряд. Лицевую вяжем, изнаночную пропускаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем. И так провязываем до конца весь ряд. Заканчиваем ряд, пропускаем изнаночную, лицевую вяжем, пропускаем изнаночную и провязываем последнюю петлю лицевой. Провязали ряд, разворачиваемся и второй ряд вяжем точно так же. Первую петлю снимаем, смотрим, это у нас лицевая, вяжем ее лицевой. Нить пропускаем, снимаем петлю, нить перед работой. Следующая петля лицевая, следующую снимаем, нить перед работой. Вот видите, хорошо видно, что это лицевая, вот. А здесь пропускаем. И так вяжем до конца снова весь ряд. Лицевая, пропускаем, лицевая, пропускаем. Такая, видите, красивая полая уже резиночка у нас получается и красивый край. Так, довязываем ряд лицевая, пропускаем, лицевая, пропускаем и лицевая. Все, провязали. Вот что у нас получилось. Далее будем вязать по кругу. Итак, распределяем ровно, чтобы ничего у нас, так, чтобы вам хорошо видно было, чтобы ничего не было перекручено. Так, все. Вытягиваем леску, если вам это необходимо. Так. Внимательно все смотрим, чтобы не перекрутилось ничего. Так, все, вроде бы у меня все правильно. Так, все, вот начало ряда. Смотрим, что у нас здесь идет. Итак, изнаночная, значит, вот так перекидываем. Все. Подтягиваем, берем спицы номер 3,5 и начинаем вязать. Первая петля изнаночная. Вот здесь снимаем и хорошо подтягиваем. Следующая петля вот идет у меня, так, поближе, лицевая. Все, вяжем просто резинку изнаночная, лицевая. Видите, вот тут хорошо видно. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, я вяжу классическим способом, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, и так вяжите по кругу. Ряд изнаночная, лицевая резинку. Так, провязываем. Довязываю ряд, смотрите, лицевая, изнаночная и последняя петля лицевая, потому что у нас же была первая изнаночная. Все, провязали. Убираем спицы номер 2,5, но недалеко убираем, ими мы еще вязать будем с вами. Так, смотрим, ничего ли у нас не перекрутилось. Так, ну-ка проверяем внимательно. Все, как бы резинка у нас
Первый ряд провязан. И дальше просто вяжем по кругу резинку, нужную нам высоту. Ставим маркерочек и вяжем. Одна изнаночная, одна лицевая. Так, все, точно не перекрутилось? Нет. Все, и провязываем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем так по кругу нужную высоту. Для разных размеров она может быть разная или на любителя. Я где-то буду вязать 5-6 сантиметров резинки 1 на 1. Потом мы будем вязать платочную вязку. Все, я думаю, здесь понятно, да? И довязываем резиночку. Смотрите, все, я провязала нужное количество рядов резинки. Это где-то у меня 5,5 сантиметров. Сейчас давайте померяем. Да, вот 5,5 сантиметров. Далее будем вязать дорожки платочной вязкой. Для этого надо взять спицы снова номер 2,5 миллиметров. Итак, будем вязать 9 рядов. Это будет 5 дорожек изнаночных. Получается, нет, не 5, да. Итак, начинаем вязать изнаночными петлями. Вот, просто все петли вяжем изнаночными. Это первый ряд. Вот, видите, изнаночными. Думаю, здесь понятно, да? Провязываем до конца весь ряд. Итак, смотрите, я довязала ряд изнаночными петлями. Следующий ряд вяжу весь ряд лицевыми петлями. И так повторяем эти два ряда. У нас получается, мы провяжем 5 изнаночных вот этих рядов и 4 лицевых. Закончу я изнаночным. Итак, повторяем эти два ряда, ряд изнаночными петлями, ряд лицевыми петлями. Все, смотрите, я провязала. Если вот так подрастянуть и посчитать здесь вот 1, 2, 3, 4, 5 вот таких вот изнаночных дорожек. Вот видите, и закончила изнаночной дорожкой. Вот, все. Дальше снова меняем спицы. 2,5 спицы убираем. И дальше будет у нас идти скрещенная резинка 1 на 1. Берем снова спицы номер 3,5 миллиметра и начинаем вязать. Изнаночная и лицевая. Смотрите, где у вас стенка петли. Так, я провязала последний ряд бабушкины, поэтому смотрите, правая стенка петли за работой, а левая перед. Значит, поэтому я спереди вот так завожу и вяжу лицевую скрещенную. Здесь идет изнаночная, а здесь, так как видите, правая стенка петли перед работой, я вяжу лицевую скрещенную. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, и вот видите петли, вот лицевая, скрещенная, и так вяжем до конца весь ряд. Так, вот что получается, пока не видно еще ничего. Так, довязываем. Все, смотрите, провязали первый подготовительный ряд, его, конечно, не очень видно. Дальше вяжем вот так. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Итак, смотрите, следующий ряд вяжем таким способом. Изнаночную провязываем, лицевую, видите, правая стенка петли, вот справа и слева. Мы разворачиваем вот эту левую стенку петли, чтобы она была вот перед работой. Заводим спицу и не вот так захватываем, как мы, а из-под низа захватываем и выводим. Изнаночная, лицевую разворачиваем. Смотрите, вот, что правая, левая стенка петли. И захватываем, и снизу вот так захватываем лицевую. Изнаночная, снова разворачиваем. Это чтобы потом петли не разворачивать. Вот так надо провязать. Вот все. И вот так вяжем, снизу захватываем нить. Можно было изначально так, конечно, вязать, но я в процессе вязания вот
додумалась, чтобы не разворачивать. И вот так снизу захватываем. Изнаночная. И здесь вот так снизу подхватываем. Так, довязан до конца ряд. Провязали. И смотрите, следующий ряд. Изнаночную вяжем, как обычно. А лицевая, вот видите, если вот как мы провязываем, поэтому левая стенка петли перед работой, мы за нее захватываем и снизу также вот захватываем нить. И все, нам не надо ничего теперь переворачивать. Видите, петли правая здесь, левая здесь, и вот так заходим и провязываем. Изнаночная. И вот снизу, смотрите, подхватываем нить. Вот левая, правая стенка петли. Вот за эту стенку заходим, снизу подхватываем нить и провязываем. Изнаночная. Снова вот так берем, подхватываем и вот так вяжем. Просто захват нити другой. Тогда она переворачивается, и не надо ее вручную каждую петельку переворачивать. Тогда процесс ваш будет двигаться быстрее. Итак, сколько я буду вязать? Я буду так вязать. Вот такая вот скрещенная резиночка получается. Да? Где-то 8, наверное, сантиметров. Сейчас я провяжу, буду примерять по голове и посмотрим. Вот. Такая вот красота. Так, вяжите самостоятельно нужную высоту до убавок на макушке. Смотрите, я связала нужную мне высоту шапочки. Это 16 сантиметров на мой обхват головы. Вот что получилось. Вот такая вот резинка. Так, дальше, смотрите, у меня уже стоят маркеры. 108 петель я разделила на 6 частей. Получается у меня каждый клин по 18 петель. Клин надо, чтобы начинался с изнаночной петли и заканчивался лицевой петлей. Как мы будем делать убавление? Убавки мы будем 2 ряда делаем убавление, 1 ряд не делаем убавление. Так, голубой маркер начала ряда. И давайте приступать к убавочкам. Давайте поближе. Здесь вяжем до лицевой петли, где стоит маркер. Изнаночная. И смотрите, вот эти 2 петли надо провязать 2 вместе. Как мы провязываем? Просто заходим вот так спереди, захватываем эти 2 петли, подхватываем нить снизу, как вы видите, я подхватываю, чтобы потом не перекрещивать петли, и провязываю 2 петли вместе. Так, тут цепляется что-то. Все, провязала, перекидываем маркер и дальше точно так же делаем. Довязываем до лицевой возле маркера и провязываем 2 вместе. Сейчас еще раз покажу, дальше вы уже сами будете делать. Это первый ряд убавок. Лицевая, и вот эти 2 петли вот берем вот так, сильно не растягиваем и провязываем 2 вместе. Все. Дальше довязывайте остальные убавочки по кругу самостоятельно. Я думаю, здесь понятно, да, как это провязывать. Вот. Так, довязываем ряд. Смотрите, я дошла до синего маркера, сделала последнюю убавку в ряду. Второй ряд убавлений то же самое. Провязываем изнаночная и лицевая, и не доходим до маркера 2 петли. В этом ряду тоже будем делать убавку.
лицевая, изнаночная. И здесь у нас, видите, 2 лицевых. Мы их вот так вместе заходим и провязываем 2 вместе лицевой. Провязали, подтянули, перекидываем маркер и дальше вяжем. И снова точно так же провяжем 2 вместе лицевых. Сейчас еще раз покажу. И вот, смотрите, я дошла, вот 2 лицевые петли, мы спереди заходим. Так, если плохо, то вот так можно подрастянуть петли. Захватываем нить, протягиваем, подтягиваем. Вот наша убавочка получилась. И все, и так вяжем дальше по кругу и делаем еще убавление до синего маркера. 2 ряда убавок сделали, 3-й ряд вяжем без убавлений. Просто 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная. И так продолжаем повторять. Эти 3 ряда, пока на спицах не останется 12 петель. Я думаю, здесь понятно, да? Что повторяете 3 ряда, этих 2 ряда делаете убавку, 1 ряд вяжете просто по кругу, по узору. 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Видите, здесь идет просто потом резинка. 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот видите, вот где 2 вместе мы вязали. Переходим, изнаночная, лицевая. И вот так вот получается вот убавление, видите? Так, как показать, вот под наклоном идет. Вот здесь вытянула сильно петлю, вот так. Все. Так, все, делайте убавки, пока вот не останется по 2 петли, да, получается. Так, я доделала убавление. У меня здесь осталось, получается, 12 петель. Перешла на чулочные спицы. И теперь просто провязываю по 2 петли вместе. Лицевая поверх изнаночной. Так, лицевая. Так, здесь вот петелька. Так, вот 2 вместе. Лицевая с изнаночной. Следующая петля. Просто обычную петлю я вяжу уже, не скрещенную. Так, здесь тоже разверну стенку петли у изнаночной, провяжу 2 вместе, лицевой с изнаночной. И всего останется 6 петель у нас. Все, 6 петель осталось. Можно вязать либо хвостик еще к этой шапке, либо закрыть петли. Так, как такие петелечки сейчас в моде. Я не буду это делать, ну, хотя можно сделать. Так, по 3 петли распределю. Вот по 3 петли на каждую спицу. Здесь 3 петли. Раз они в моде, сделаем так. Кто не хочет вязать хвостик, то петелечку, то можете стянуть эти 6 петель. Все, я  и просто вот буду вязать.
Так, сначала эти 3 петли буду провязывать лицевыми. Провязала. Теперь вторую сторону 3 петли буду провязывать. Теперь разворачиваюсь. С этой стороны 3 петли буду провязывать. И вот так вяжем где-то около 5 сантиметров. Так, здесь понятно, да? Провязываем дальше самостоятельно. Смотрите, я провязала, вот что получается. И теперь просто вот эти 2 стороны надо между собой сшить. Так, смотрите, как я это буду делать. Нитка на противоположной стороне, я завожу иголку вот так спереди и вытягиваю нить. Здесь тоже вот спереди вот так завожу. Вот. И вытягиваю. Так, дальше, смотрите. Вот здесь вот так между ниточками кладу. Здесь захожу спереди, вот так. А в следующую петлю вот с этой стороны. И вытягиваю. Здесь тоже вот отсюда захожу. И от себя в петлю. Так. Так. Теперь от себя и на себя получается. Здесь на себя получается и от себя. Подтягиваем. И здесь от себя вытаскиваем. Ну все, в принципе, можно вытащить. И затягиваем. Все, вот наш хвостик сшился, да? Теперь смотрим. Его вот так надо пришить. Ну, ниточка с этой стороны, поэтому буду пришивать на эту сторону. Вот так, чтобы было вот удобнее. Вот. Здесь вот идут 3 петли, здесь тоже у нас 3 петли. Вот. Захватываем вот эти 2 петельки. Подтягиваем. Здесь тоже вот находим 1, 2, 3. Ну, вот так сделаем. Подтягиваем следующие 2 петельки. Здесь вот так 2 петельки. И здесь 2 петельки. Здесь я из кадра. У нас дождь. Ноябрь месяц, у нас дождь. Так, и здесь 2 петельки. Вот так, видите, хвостик пришился у нас. И вот здесь вот так ведем, чтобы окончательно была закрыта сторона. Все, вот петелечка готова. Ну, здесь надо будет зафиксировать ниточку, чтобы она не распустилась. Так, вывести ее на изнанку. Так, вывести на изнаночную сторону. Ну и здесь уже тоже как спрятать ниточку. Просто обвитим вот так. Все. И отрезать. Я обычно такой небольшой хвостик оставляю. И еще такой момент. У нас есть вот здесь ниточка, да, еще. Здесь-то вот все вот так
выходит шапочка. Но это еще постирается, и потом вначале вы увидите уже постиранную ее. Так, здесь что мы делаем? Мы сшиваем вот эти части, вот. Просто вот здесь входим и вот соединяем вот эти вот части. Вот, все. Ну, все, в принципе, тут соединяем, выходим на обратную сторону. Так, здесь тоже надо нитку зафиксировать и спрятать кончик. Ну все. Здесь все равно будет задняя часть шапки, потому что здесь идет шов. Поэтому все. Вот здесь можно отрезать. И шапочка готова. Все. Связалась шапка. Вот такая вот она получилась. С такой интересной штучкой. Вот. Все. На этом я заканчиваю свой мастер-класс. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.